Приветствую, друзья! Продолжаю сборку легкого танка Т-50 издательства «Картонная фабрика». В прошлой серии я собрал разную мелочь, а сегодня я ее установлю на танк, а также соберу гусеничную ленту. А мы начинаем. Приятного вам просмотра! Ну и, собственно, начинаю видео со сборки траков. Приобрел комплект траков из смолы, так как журнальные траки собирать попросту мне не хочется. В траках из смолы есть небольшой изъян. Отверстия под пальцы слишком малы. Диаметр примерно колеблется от 0,2 мм до 0,4. Вооружившись сверлом, диаметр которого полмиллиметра, начинаю рассверливать отверстие, сразу удаляя всю пластиковую пыль. С обратной стороны проделываю то же самое. Так как отверстия в пальцах уже есть, сверло само центрируется и отверстия рассверливаются просто и легко. Траки с одной стороны имеют такую заглушку, поэтому при сборке часть траков пойдет на левую гусеницу, а часть на правую. Сразу сортирую оба вида траков. Собрал два трака и сразу проверяю, как они работают. Немного туговато, но меня это полностью устраивает. Часть ленты собрана и надо примерить на звездочке. Зубья звездочки выходят в отверстие в траках отлично. Единственное, иногда приходится помогать зубьям войти в зацепление, но это уже проблема сборки звездочки. Так как у меня был только белый грунт, решил немного затемнить траки. Для этого крашу их в серый цвет. В идеале было бы сразу использовать темный грунт, черного или серого цвета. Траки стараюсь покрывать равномерно тонким слоем. Тут главное не стараться покрыть всю площадь траков за один раз. Так мы избежим перелива краски. Сейчас краска подсохнет и нанесу еще один слой серого цвета. Далее начинаю красить траки в металлик. Траки практически покрашены, кроме небольшой части. На видео, надеюсь, вам будет это видно. Красим равномерно, стараясь не делать наплывы краски. И вот что у меня получилось. Далее, по-хорошему, надо было бы нанести смывку, но у меня ее нет. Поэтому развел черный акрил с водой в соотношении 1 к 5. После нанесения такой смывки траки немного зачернились. Если посмотреть поближе, чернота легла неравномерно, но смотрится, на мой взгляд, достаточно хорошо. Далее я беру темно-коричневый акрил и повторяю процедуру. Тут соотношение уже 1 к 8, то есть одна часть акрила и 8 частей воды. Кистью я обильно проливаю все траки. По краям также не забываю пройти кистью. После высыхания коричневого цвета наношу потертости. Окунаю кисть в серебряный акрил, насухо ее вытираю и вот такими движениями наношу на все выступающие части траков. Также с другой стороны сделал потертости в местах контакта с катками. Направляющие гребни также были покрашены в серебряный цвет. Ну и вот так траки выглядят вблизи. Решил также на зубьях зеточки сделать потертости, но в итоге получилось, что я их просто покрасил в серебро. Лента и ведущий каток подготовлены, и теперь наступил самый сложный этап. Надо аккуратно установить ленту на танк. Сначала ленту надену на зелочку. Приходится помогать пальцами и пинцетом. Зубья немного искривило. После уже продевая гусеницу над поддерживающими катками. Надо будет все переделать, чтобы сцепка траков была не на ленивце, а внизу. Отдел гусеницы, некоторые катки отпали при этой работе, и мне пришлось все ремонтировать и переделывать.
Далее сборка надгусеничных полок. Сами полки уже собраны. Тут нет ничего сложного, поэтому на видео я не показывал, как клею их. На полках есть обозначение, места приклейки кронштейнов, а также место склейки с корпусом танка. Совмещаем метки на корпусе и на полке и клеим. Обе полки приклеены, и теперь их нужно закрепить при помощи разных кронштейнов. В корме склеим при помощи такого уголка. В носовой части кронштейны более сложной формы, но также есть и крепление попроще. Полки закреплены, и теперь остается разместить различные элементы, которые были собраны в прошлом видео. Это у нас две решетки над радиаторами. Запасные траки размещаю на левой полке в кормовой части. Также на ней лежит топор и лом. Лом, кстати, появится попозже. В носовой части располагаются две лампы. Клаксон. Его надо будет приклеить в этом месте. Там есть еле заметная линия. На нижнюю лобовую деталь устанавливаю буксировочные петли. На правой полке я уже разместил ящик. Опять же, еще немного запасных траков не помешает. Кувалда также лежит на этой полке. На правом борту закрепляю пилу. А на левом борту устанавливаю стоп-сигнал, а также на нем попозже появится лопата. И вот наконец-то руки дошли до сборки деталей из проволоки. Делаем вот такие 4 скобки из проволоки диаметром 0,4 мм. Сделал я, конечно же, с запасом. Потом выберу самые красивые скобы и установлю их на эти белые точки. Также по шаблону изготавливаю трос. Из огрызка тросика извлекаю одну жилу, продеваю один край в петлю, а другой край наматываю на трос. Пинцетом прижимаю витки поплотнее. Примерно до этого места намотаю жилу и лишние концы срежу. Ну а на этом на сегодня все. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если это так, то оцените его сочным лайком. Не забудьте подписаться на мои каналы на YouTube, Рутубе, ВК видео и Telegram. Все ссылочки будут в описании под этим видео. Пишите комментарии. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч. Пока-пока.